Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня мы продолжим читать сказки про королевскую дворняжку. Итак, история, как Соня научилась разговаривать. Как-то собачка Соня сидела у телевизора, смотрела свою любимую передачу «В мире животных» и думала. «Интересно, — думала она, — почему люди умеют разговаривать, а животные нет?» И вдруг ее осенило. «А ведь телевизор тоже разговаривает, — подумала Соня, — когда его включают в розетку. Значит, — подумала умная Соня, — если меня включить в розетку, я тоже научусь разговаривать». Взяла собачка Соня и сунула хвост в розетку. А там кто-то как вцепится в него зубами. Закричала Соня. «Отпустите! Больно!» И, выдернув хвост, отскочила от розетки. Тут из кухни прибежал удивленный хозяин. «Ну и ну!» — сказал он. И, погладив дрожащую Соню, добавил. «Глупенькая, ведь там же электрический ток. Будь осторожней!» «Интересно, какой он из себя, этот электрический ток?» — думала собачка Соня, с опаской поглядывая на розетку. «Маленький, а какой злой! Хорошо бы его приручить!» Она принесла из кухни косточку и положила ее перед розеткой. «А, может быть, он не ест косточек или не хочет, чтобы его видели?» — подумала Соня. Она положила рядом с косточкой шоколадную конфетку и ушла гулять. Но когда она вернулась, все оказалось нетронутым. «Этот электрический ток не ест вкусных конфеток. Этот электрический ток не ест вкусных косточек. Странный он какой-то», — подумала умная собачка Соня. И с этого дня решила держаться от розетки подальше. На сегодня все. Спокойной вам ночи. Сладких снов. Скоро увидимся и почитаем новую сказку.